Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать картину панно из соленого теста «Фруктовый натюрморт». Из гофрокартона я вырезала прямоугольник 20 на 30 сантиметров и теперь покрываю его акриловой краской точечно. Начинаю с белой, затем голубая, синяя, зеленая и красная. Далее начинаем растушевывать и превращаем все это в единую массу. Внизу я добавляю более темные оттенки хаки, коричневый, чтобы сделать подобие столешницы, на которой будет стоять ваза с фруктами. Я не художник, поэтому рисую, как мне представляется эта столешница, делаю контуры верха столешницы и боковую часть. Также выделяю угол стола и добавляю полосы, характерные для дерева. Выделяю более темным цветом контуры столешницы, хорошенько просушиваю, переворачиваю и окрашиваю однотонным цветом обратную сторону будущей картины. Далее опять все хорошенько просушиваем и покрываю все с обеих сторон акриловым лаком, чтобы потом, если я что-то испачкаю, мне было легко это убрать, стереть, и я не испорчу фон. Для дальнейшей работы понадобится фольга. Нужно смять в руках кусочек и примерно придать ему форму будущей корзинки. Далее я смазываю область приклеивания клеем ПВА вокруг и под фольгой и раскатываю соленое тесто в пласт примерно толщиной в полсантиметра и приклеиваю его сверху на фольгу, аккуратно прижимая по периметру руками. А лишнее мы уже обрежем, придав форму корзинки. А затем я беру стек или не очень острый нож, либо линеечку, любой такой предмет, которым можно сделать прожилки. И делаю сначала вертикальные, а потом горизонтальные линии, характерные для корзинки, имитируя таким образом плетение. Вот и все, просто вдавливаю тесто. Кстати, соленое тесто для этой работы старайтесь замесить как можно круче, потому что здесь мягкое тесто не подойдет. Я вмешивала муку до тех пор, пока казалось, что она уже просто в тесто не помещается, и оно очень туго замешивалось. Потом ему надо дать полежать часик, и все становится на свои места. Оно становится таким очень упругим, очень хорошо держит форму, и с ним отлично работается. А фольга, кстати, нужна для того, чтобы объемные толстые детали могли проще высыхать и гораздо быстрее, потому что из сплошного теста это очень долгий процесс был бы. Итак, корзинка готова, а теперь я делаю гранат. В разрезанном виде он у меня будет. Сначала такую лепешечку приклеила, потом огибаем по кругу жгутиком из теста, формируя вверху короночку, характерную для граната. А теперь катаем маленькие-маленькие шарики и заполняем серединку, предварительно смазав ее клеем ПВА. И бортик, кстати, который мы приклеили в первую очередь, он должен быть чуть выше той лепешечки, которую мы приклеили в первую очередь. Посерединке приклеиваю тоненький-тоненький жгутик в такой извилистой форме. Это будут такие жилки граната, также характерные для этого фрукта. Для листика раскатываем тесто толщиной примерно 3 мм, и я ножом вырезаю форму, похожую на лист винограда. Листья у винограда бывают совершенно разные, с разным количеством этих выемок, вырезов, так что не ошибетесь. Затем я его еще хорошенько прокатываю, смазываю клеем ПВА и уже отправляю на свое место на поверхность, а затем рисую прожилки. Можно сделать иначе. Следующий листик я уже сделаю, вырежу и на поверхности сразу нарисую прожилки, а затем уже приклею. Это не принципиально. Чуть позже покажу, как я делаю листик другим способом, который мне лично нравится больше, а вам уже выбирать, как будете делать вы. Кстати, ссылочку на рецепт соленого теста я оставлю в конечных заставках в конце видео, а также будет ссылочка под видео. Там будут 4 разных рецепта соленого теста, но сразу скажу, что в данной работе я использовала классический рецепт: соль, вода, мука и немного клея ПВА.
Для данной работы другое тесто не нужно, так как здесь нет особо тонких деталей, такие как лепестки роз и так далее. Поэтому вот этот вариант здесь подходит лучше всего. Если интересно, потом посмотрите. А я продолжаю делать листики. Следующие несколько листиков я делаю обычные, как у других фруктовых деревьев, например, яблони или груши, такие продолговатые обыкновенные листики с обычными прожилками и центральной жилкой посередине. Далее я катаю такие шарики из фольги и также помещаю их в серединку лепешки из теста, а затем хорошенько все это скатываю, и у меня получается яблоко. Приклеиваю его на поверхность и стеком делаю углубление, как у носика яблока, такую ямочку центральную. Из следующего кусочка фольги и теста я сформировала половинку лимона. Все просто, плоская нижняя часть, вверху формируем как половиночка лимона и такой носик слегка выступающий, как бывают у лимонов. После приклеивания острым стеком или иголочкой делаем много-много точечных вдавливаний, чтобы имитировать цедру лимона. Двигаемся дальше. Далее я делаю сливу. Овальный кусочек фольги формирую, также обклеиваю тестом и скатываю в руках такой валик-овал. Затем делаем центральную такую глубокую впадинку, как бывает у сливы. И не забываем сделать отверстие с одной стороны под хвостик. И приклеиваю эту сливу уже с другой стороны, не на корзинку. Она у меня будет просто лежать на столе. Приклеиваю сбоку от корзинки. Затем берем небольшой кусочек фольги, обтягиваем его тестом и приклеиваем по центру сверху корзинки. Это будет основа, на которую я буду лепить виноград. А затем все просто. Катаем шарики примерно одинакового размера, но не слишком уж одинакового, и приклеиваем их сверху вот этого валика из теста, формируя гроздь винограда. Сначала обклеиваю всю вот эту выступающую конструкцию из теста, которую мы приклеили, а затем потихоньку спускаюсь на саму корзинку и дохожу фактически до середины, может быть даже чуть ниже, у меня будет спускаться гроздь винограда из корзинки. После того, как мы приклеили шарики винограда в один слой, обязательно приклеиваем несколько шариков сверху, чтобы придать грозди винограда объем. А далее я делаю грушу. Все просто. Также фольга внутри, сверху тесто, формируем овал, но потом делаем более узкий хвостик с одной стороны. Вот и все. Приклеиваем на поверхность и обязательно делаем отверстие для хвостика и для носика груши. А сейчас я еще добавлю несколько слив, а также апельсин. Апельсин я уже приклеила, его я сделала круглым, стеком острым, тоненьким, как иголочка. Делаю опять-таки точечки, такие как у цедры апельсина, и отверстие для хвостика, как всегда. Рядом с апельсином я разместила яблоко, а теперь делаю еще одну гроздь винограда, но другой формы, удлиненной. В первом случае мы катали шарики, а теперь мы катаем небольшой овал в руке и делаем у этого овала один кончик немного тоньше другого. И все так же формируем гроздь винограда. А теперь другой вариант виноградного листика. Для этого я в руках сделала лепешечку, слегка зауженную к низу. Затем кладем все это на стол и стеком начинаем формировать лист. Сначала делаем вдавливание сверху по центру. Это место для хвостика листа. Затем делаю по бокам несколько вдавливаний, формируя форму виноградного листа. Хвостик я слегка прищипываю руками, делая его более острым. И теперь по кругу иду и делаю много-много маленьких таких надрезов, как бы вдавливаний. Я не разрезаю, а слегка вдавливаю тесто, тогда получаются характерные зубчики, как у виноградного листа. И он получается резным и красивым. Такой вариант мне нравится гораздо больше. Добавлю в свою композицию еще один абрикос. Его делаем так же, как сливу, только более круглым. Добавляю в свою композицию еще несколько слив, а также вишни.
Две вишни я уже расположила некоторое время назад внизу, а теперь добавляю вишни в саму композицию центральную. Тут все просто. Катаем сплошной шарик из теста, приклеиваем на поверхность и стеком делаем углубление для хвостика вишни. Вот и все. Добавляю еще гроздь винограда, очень уж я его люблю в композициях в различных. Добавляю также еще красивый резной листик и приступаю к виноградным усикам. Катаем тонкие жгутики и начинаем их закручивать. Смазываем поверхность клеем и закручиваем этот жгутик в красивый вот такой вот завитушечку такую. А теперь для симметрии, пожалуй, добавлю еще гроздь круглого винограда с другой стороны, еще один резной листик и добавляю еще пару красивых витых жгутиков. Обожаю эти виноградные жгутики, в композициях они всегда смотрятся очень выигрышно, поэтому куда уж без них. Добавляю последние нюансы и отправляю работу на просушку. Если сушить естественным образом, то она будет сохнуть до недели, так как батареи сейчас холодные. Я же буду сушить в духовке. На это у меня ушло 5 часов, и работа фактически высохла. После этого она еще сутки пролежала при комнатной температуре, и я приступила к окрашиванию. Сушить необходимо при температуре 50 градусов при слегка открытой дверце духового шкафа. Окрашивать я буду акварельными красками. В каждую ячейку с краской я добавила воды, чтобы красочка была более жидкой, так она заполняет все поры и ложится более оттеночно. Итак, корзинку я окрасила светло-коричневым цветом, а теперь тонирую листья зеленым и желтым цветом, так они смотрятся более оттеночно и естественно. Ободок граната тонирую лимонно-зеленоватым светлым оттенком, сливы голубым и синим цветами. Виноград, тот, который овальный, я сделаю в таких сиренево-бордовых тонах. Сначала окрашиваю разбавленной сиреневой краской, а затем точечно тонирую бордовыми тонами, чтобы появилась глубина цвета. Нижнюю часть яблок я окрашиваю в красный цвет, а верх буду тонировать желто-зелеными цветами. Лимон окрашиваю бледно-желтой красочкой, а кончик делаю светло-зеленым, как недозрелый лимон. Грушу окрашиваю также светло-желтой краской и бочок тонирую в красных оттенках. Окрашиваю мякоть граната в бордовый цвет. Также окрашиваю красным цветом внешнюю часть кожуры граната. Виноградные усики окрашиваю в коричневый цвет от светлого до темного оттенков. Далее, когда работа вся будет покрашена, развожу белую красочку и слегка тонирую фрукты. И обязательно не забываем протонировать сливы, чтобы придать им более естественный цвет.
натуральные сливы синие вот такого сорта, на них всегда есть такой белый налет. И обязательно нужно это сделать. Просто кисточкой сухой наносим белую краску и растушевываем ее на сливах. И получается вид вот этого естественного налета. Просушенную работу необходимо покрыть несколькими слоями акрилового лака или яхтного спрей-лака. Самое главное, чтобы лак попал во все самые дальние участки соленой работы, потому что соленое тесто не переносит влагу, и покрывать его лаком надо очень тщательно. А повешу я свою картину в рамку из магазина Fix Price. Вот такой натюрморт из соленого теста у меня сегодня получился. Надеюсь, вам будет полезен мой мастер-класс. Огромное спасибо всем за подписку, лайки и комментарии. Я всегда им очень рада. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра, здоровья и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!